Ола, комрады, с вами Борода Бро, это новый видос, и сегодня мы будем сводить бит. С момента последнего видео прошло довольно-таки долго по времени, и я изменил немножко свой подход по сведению битов, и самое главное, что я сделал, я его просто упростил. Что тебе стоит запомнить по поводу сведения, это несколько моментов. Самое важное, чтобы инструменты внутри микса не конфликтовали. И по сути тебе их нужно расставить в комнате, используя громкость, используя панораму, ревера, где-то подкрашивать сатуратором и так далее. Почему я не сказал слово компрессия? Потому что я крайне редко пользуюсь компрессором, иногда где-нибудь на гитарках. И также ребята, с которыми я общаюсь, не так часто используют компрессор. В основном, наверное, для сайдчейна больше. Но это мелочи, да, это все под ситуацию. Сразу обозначу свою мысль, что сведением наверняка должны заниматься профессиональные звукорежиссеры в профессиональных помещениях. Задача битмейкеров и музыкантов сделать звук хорошим, слушабельным, не супер-мега идеальным, но довольно-таки уверенным. Сегодня я вам об этом расскажу, а также я вам расскажу, почему софт-клипер это хорошо, но не до конца. Расскажу о своих реках, которые, возможно, вы скоро будете использовать, потому что сможете бесплатно их получить. Я хочу попросить тебя поставить лайк, подписаться на канал, написать какой-нибудь коммент. Все, пожалуйста, сделай, как ты умеешь, как ты знаешь. И прежде чем мы начнем, один небольшой моментик. А для того, чтобы получать еще больше знаний, образовательная платформа Skillbox дает тебе 7-дневный доступ к онлайн-курсам и интенсивам. Ты сможешь попробовать себя в новой востребованной профессии по направлениям: мультимедиа, программирование, дизайн, маркетинг, игры и управление. Ты сможешь получить абсолютно бесплатный доступ на 7 дней к курсу «Электронная музыка с нуля до про» или «Саунд-дизайн с нуля до про», о которых я рассказывал ранее. А может быть, тебе интересна тематика «Музыкальный менеджер»? Или ты хочешь научиться монтажу и моушн-дизайну, чтобы сделать свой первый клип? Эти курсы также есть в свободном доступе. Что нужно сделать, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью и получить бесплатный доступ к курсам? Выбери интересный для тебя курс, заполни заявку, жди письма с приглашением в систему обучения Skillbox. Ты получишь доступ к любому выбранному курсу на 7 дней. Ни сейчас, ни потом, ничего доплачивать не придется. Все бесплатные модули являются частью образовательной программы. С помощью них ты сможешь понять, насколько подходит тебе данная профессия, посмотреть, как проходит обучение и понять, насколько хорошо объясняют преподаватели. Не упусти уникальную возможность попробовать Skillbox за 0 рублей. Ссылка будет в описании. Давайте посмотрим изначально, с чем имеем дело. Я выставил весь баланс громкости на 0, я убрал все настройки. Единственное, я сделал мастер на -6, для того, чтобы прямо сейчас ваши ушки не заболели. Работать будем в формате лупа. По настройкам, давайте я сразу скажу вам, здесь стоит на пэде тремолатор. Это авторская задумка, поэтому я оставил этот эффект. Кик и бас в моно. Вот и все. И софт-клипер, конечно же, стоит TRS Classic Clipper на мастере. Окей, что мы имеем? Слышно, что биточек жирный, но звучит крайне отвратительно. И первое, с чего мы начнем, это баланс громкости. Я немножко пересмотрел свою работу в этом плане, потому что все-таки делаю баланс громкости обычно не в конце, а по написанию трека. И так как я пишу с мелодией, давайте мы засолируем группу мелодии. Я пройдусь немножко по настройкам, в том числе добавлю чего-то еще такого авторского, то есть не только там эквалайзер и тому подобное. Собственно, солируем мелодию, и дальше я начну сейчас работать в этой маленькой группе с балансом громкости. Я обычно ставлю где-то не больше -18 дБ, чтобы играла мелодия. Давайте подгоним все. Супер, почему именно так я решил сделать баланс громкости? Потому что в данном случае кейс является для меня главным инструментом, он играет громче. К нему немножко подмешивается гитарка, чтобы она не брала на себя всего самое яркое такое, передний план весь. Вот этот звук я планирую вообще отправить назад, немножко развести по стерео. И дополнительные белсы, которые подыгрывают основной мелодии. Что я накину из эффектов? Давайте начнем с пианинки. Здесь, наверное, RC20 все-таки.
Есть прикольный плагин, называется Reels, подсмотрел его у Дашайна, довольно-таки неплохой эмулятор кассеты в том числе, но это некий аналог J37. Я по стариночке, собственно, Noise, давайте мы поставим винил 3, Noise 7,5, чуть поменьше его сделаем. Что я добавил? Я поменял немножко нойза, добавил немножко вобл, поменял distortion на air, сделал поменьше и добавил space, обрезав верхние и нижние частоты. Собственно, все, немножко подрезал низа. Я думаю, что, возможно, мы еще с этим инструментом поработаем, но давайте перейдем к гитарке. О, кстати, совсем забыл. Срезаем где-то, наверное, 150 для начала на низких частотах у кейсов. У гитарки 200. В целом мне нравится, как она звучит сейчас. Попробую накинуть немножко эхо боя, возможно. Супер. Дальше что у нас идет? Давайте я пока задний звук оставлю и перейду к белсам. Здесь можно смело резать, наверное, 250. Накину сюда раум. Делаем поменьше микса, дикея, лоу-кат. И, возможно, еще сюда накинем эхо боя. Окей, и переходим к нашему пэду. Здесь все довольно-таки просто. Я кину S1 Imager. В целом можете пользоваться расширителем Utility, но мне S1 Imager нравится немного больше. Попробую накинуть на него еще amp. Output Dual. Да, чтобы он стал немножко ярче и пошире, накинул на него ампа, 20% Dry Width, Output Dual. И, наверное, возможно, я попробую на него еще накинуть ревера, чтобы все это смешать. Супер, все, примерно с мелодией закончили. К балансу громкости мы еще будем, скорее всего, возвращаться по ходу написания. Дальше идет мой лайфхак, это антимат компрессор от Oversampled. Крутейший чувак, который показывает аплик. Обычно что я делаю? Где-то в районе 15 я кидаю на утитиху, тайм на 1000, и здесь в разделе антимут
ставлю 30-30. Антимут — это, собственно, антимуть, если можно так сказать. То есть он берет бодлящие частоты и обрезает их при помощи аутитихи. Давайте послушаем и уже докрутим. Вся проблема в том, что я не могу сказать, что здесь есть какая-то муть. Давайте сверимся по спану. Да, я прям откровенной мути не слышу. Давайте послушаем, как звучит без этого компрессора и с ним. Супер, сделал еще немножко побольше аутитихи и добавил немножко яркости. Давайте перейдем дальше к 808-му. Ой-ой-ой. Все вниз, все по громкости вниз. Примерно так я вижу баланс громкости остальных инструментов. Давайте пройдемся по обработке 808, ничего делать не буду. Единственное, обращу ваше внимание, то, о чем я говорил в самом начале, смотрите, какой рэк у меня есть, 808 Source. Если вкратце, что сейчас здесь есть, это моно, это изменение фазы, это low-cut, high-cut фильтр, это придание жира, ну и сюда небольшим паком идет сайдчейн от глю-компрессора, через глю-компрессор от кика, точнее вы здесь можете ставить, от какого инструмента вы хотите сайдчейн. Вот, на кике примерно то же самое, здесь просто по умолчанию стоит в моно, как я вам говорил, также low-cut, high-cut и drive, который заменяет кнопку, ручку boost в FL-ке, кстати, оттуда я и решил сделать этот пак вообще этих инструментов. На снейре ничего у нас нету, и давайте, собственно, со снейра, наверное, мы и начнем. Звучит вполне неплохо. Я попробовал бы сюда подмешать немножко клипера. Как слышите, он стал более ярче, более жестче, но все равно такой мягенький. Кстати, то, что я делаю, забыл совсем об этом сказать. Ручка фазы-то есть не просто так. Я ее иногда кручу и слушаю на 808 и на кике, как это звучит. Давайте попробуем вместе с вами. Вот на кике я считаю, что фазу нужно поменять, он звучит более жестко. На 808 все окей и так. По хай-хетам я кидаю их обычно в моно, здесь они и так стоят в моно, снейр тоже я обычно кидаю в моно, все по центру. Так, супер. Open head, давайте мы посмотрим, играть в какую сторону у нас сам по себе.
Да, как видите, он здесь играет уже в правое ухо, поэтому ничего трогать не будем. В левое направлю перкуссии. Супер, дальше что я делаю обычно? У меня, конечно же, на мастере, как видите, есть несколько плагинов, и первое, с чего мы начнем, это спан. Я смотрю, чтобы бас был примерно до минус 36, и хэты примерно так же. Иногда делаю тише, но опять-таки я не только смотрю, я еще и думаю касательно этого. Здесь смотрю, чтобы была середина, чтобы не было вот такого вот провала, так как я использую антимат-компрессор. А здесь, в середине и верхней середине, я позволяю себе оставить немножко места, потому что это бит, в конце концов, а не целостное произведение, где должен быть вокал. Да, если целостная картина, то примерно должна быть вот такая вот прямая. То, что здесь у нас кик идет с басом чуть ниже, чем минус 36, это все мелочи, потому что просто такой скрин. Сейчас я отпущу hold и посмотрите примерно на АЧХ этого бита. Видите, получается, на роллах хай-хет вылезает немножко за 36, а кик, собственно, с басом до 36 добивает. Что в данном случае я хочу сделать, так как у нас нету партий, где играют хэты и на нижних, и на верхних нотах, то, соответственно, один голос им вполне будет достаточен. Супер, дальше что я делаю, но не всегда, это Mix Checker Pro, конечно же. Это эмуляция разных акустических систем, и, например, вы можете послушать, как ваш бит или трек звучал бы на 7-дюймовых винтажных колонках. Может быть, в тачке. На планшете, в хай-фай системе. Но самое страшное здесь, когда вы нажимаете на кнопку Noise. Иногда мне хочется просто обернуться. Что, собственно, напоследок, что я хотел сказать вам. Клипер, конечно, здорово, но есть другой Secret Sauce. Послушайте, как это звучит с клипером, без него, а потом с моим секретным соусом. Что скажете? У вас буквально есть пару секунд, чтобы написать в комментах, что это за секретный соус, и я более чем уверен, что если вы подписаны на канал, вы знаете, что это такое. Борода Бро Мастер Чейн. Пожалуйста, наслаждайтесь. Скачать ее можно в телеге, если пролистаете куда-то там наверх в канале. Собственно, видосы о том, как я ее делал, почему, зачем и что это вообще такое, есть на канале, ссылку я оставлю здесь. Лови ее. Единственный мой последний штришок такой, который я делаю на группу мелодий, я накидываю примерно минус 2 децибела. И все, дальше после того, когда ты свел бит, а свел я его, значит, он звучит хорошо, позвольте мне, да, он же звучит хорошо, никакой магии, ничего, баланс громкости и легкая эквализация. После чего можете нажать Ctrl-A, Ctrl-D, 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 сделать структуру, здесь это будет играть, здесь это не будет играть, там, ну и так далее. И, собственно, после того, когда вы сделали структуру, вы можете срендерить этот бит, выложить его куда вы хотите. Вот такой вот нехитрый способ сведения битов от меня в 2021 году. Если понравилось, поставь лайк обязательно. Если не понравилось, поставь лайк обязательно. Напиши комментарий. Ну, ты знаешь, что делать. Поэтому видосы, как ты видишь, выходят. Стараюсь возвращаться в музыкальную тематику. Ну, а с вами был Борода Бро. Помните, что этот канал мы делаем вместе. Всем пока. Увидимся.